Рад вас видеть, друзья. Приехал очередной продукт для обзора. Это у нас беспроводной паяльник от компании FNIRSI. Кейс довольно жесткий. В кейсе у нас имеется инструкция. Отдельная инструкция по замене элемента питания, то есть аккумулятора, и инструкция полностью на английском языке, только английский язык здесь. Далее у нас имеется отвертка для замены аккумулятора, дополнительные жала, также у нас имеется кабель USB Type-C. И два запасных винта, на тот случай, если мы какой-то потеряем при замене аккумулятора. Здесь у нас сам паяльник и его колпачок. Вот такой здесь аккумулятор на 2600 мА. У паяльника минимум клавиш управления, клавиша включения, она же меню, клавиша управления вверх-вниз и переключатель пресетов температуры. Но это я вам сейчас покажу. Включается паяльник кнопкой ОК. Издает звуковой сигнал и показывает, что необходимо установить жало. Сначала покажу, как перейти в меню. Для этого необходимо очень быстро 2 раза нажать клавишу ОК. Так мы попадаем в меню. Здесь мы можем настроить режим сна. То есть, когда паяльник выключается, тут можно установить время и температуру. Чтобы вернуться назад, опять необходимо 2 раза нажать быстро клавишу ОК. Здесь мы можем установить шаг регулировки температуры и откалибровать. И здесь у нас системные настройки. Можем выбрать язык. Здесь только китайский и английский. Далее здесь мы можем изменить ориентацию прибора, то есть под правую руку, либо под левую руку. Здесь у нас температура Цельсий, либо Фаренгейт. Выбираем Цельсий. Здесь мы можем изменить громкость звукового сигнала, либо совсем его выключить. Я пока ничего изменять не буду. Здесь у нас яркость подсветки сейчас стоит на 100%. Здесь мы можем включить либо отключить переключатель пресетов на торце прибора, который я вам дальше покажу. Обновление о приборе. Прошивка 1.1.1. И сброс до заводских настроек. Далее, чтобы перейти именно в режим пайки, необходимо нажать клавишу ОК. Сейчас температура установлена на 250 градусов. Это видно вот здесь, в правом нижнем углу экрана. И паяльник автоматически нагрелся до этой температуры. Здесь мы можем это видеть. Синяя шкала — это показывает мощность паяльника. Чем больше заполнена шкала, тем большую мощность отдает паяльник. Сверху у нас индикатор заряда аккумуляторной батареи. И рядом у нас режим работы паяльника. Рабочую температуру мы можем устанавливать двумя способами. Либо нажимая клавиши вправо-влево, то есть когда мы нажимаем вправо,
один раз температура у нас на 10 градусов поднимается, влево на 10 градусов опускается. То же самое можем делать при переключении пресетов. То есть вот здесь у нас можно выставить заданные температуры шагом в 50 градусов. И вот сейчас паяльник нагреется до такой температуры. Нагревается довольно быстро. Как мы видим, мощность полная. Сейчас он нагрелся и мощность у нас снизилась. В чем особенность данного паяльника и кому он подойдет? Ну, первая особенность, это сразу очевидное название, это беспроводной паяльник, то есть он может паять абсолютно без каких-либо проводов, просто от аккумулятора. Но в то же время, если у вас, допустим, сел аккумулятор, вы спокойно можете подключить зарядку и продолжить пользоваться паяльником от зарядного устройства, либо от пауэрбанка. То есть данный паяльник может работать как от внутреннего аккумулятора, так и от внешнего источника питания. Но у него есть одно существенное ограничение, у него мощность всего лишь 10 Вт. Поэтому никакие силовые кабели вы им спаять не сможете. Но он в принципе для этого и не предназначен. В авторемонте же он хорошо подходит для пропайки всевозможных плат, всевозможных блоков. Все вы знаете по многим моим видео, очень часто приходится подпаивать все возможные платы, особенно платы часов, платы управления климатом, платы управления подсветкой, корректора фар и прочее. В данном случае у меня блок Battery Saver. И на его примере я покажу, как работает этот паяльник. Если у вас моргают часы, моргает подсветка в автомобиле, то советую добраться до блока Battery Saver, внимательно просмотреть все пайки, понаходить кольцевые трещины и их пропаять. Что делать, если на вашем автомобиле моргает подсветка панели приборов, органов управления, часов и так далее? Чаще всего в этом виноваты либо подрулевой переключатель, либо блок Battery Saver. Если моргание хаотичное, то скорее всего проблема в подрулевом переключателе. Ну а если моргание более цикличное, тогда скорее всего причина в Battery Saver. Сам блок находится возле левой ноги водителя. Вот он. От него необходимо отключить разъем, нажать на фиксатор. Вот одна из трещин. Вот здесь у нас кольцевая трещина. Как видим, даже при пайке таких мелких элементов температура на паяльнике падает. Вот я установил 380 градусов. Паяю на улице. На улице сейчас примерно 10-11 градусов тепла. Видим, паяльник отдает мощность, и температура начинает падать, снижаться. Поставил на 400 градусов. И собираем обратно. После этого проверяем, как работает подсветка. Вот такой паяльник, друзья. Он, конечно, вам не заменит стационарный паяльник, но я уверен, у него есть своя целевая ниша.
Я поначалу скептически относился к такой версии паяльника, но протестировав его некоторое время, я все-таки убедился, насколько это удобно. Когда не нужно что-то паять глобальное, а необходимо просто поставить каплю припоя, и нет необходимости бежать к стационарному паяльнику, включать его в розетку, либо брать другой автономный паяльник, вспоминать, куда бросил пауэрбанк, искать провод. Вот в таких случаях паяльник очень и очень удобен. Он всегда под рукой, и через 10 секунд капля припоя на месте, и можно двигаться дальше. Я даже не знаю, сколько времени себе сэкономил при помощи этого паяльника. Да, как я уже раньше говорил, он вам не заменит стационарного паяльника. Он не сможет спаять силовые кабели, либо даже залудить какие-то теплоемкие площадки. Но устранить трещины в пайке, заменить какие-то мелкие детали, SMD-компоненты, а также пропаять датчиковую аппаратуру в автомобиле он вполне способен. Что касаемо плюсов и минусов, то из главных плюсов я отмечу, конечно же, это мобильность и автономность, быстрый нагрев и довольно простое управление, с которым справится даже любой новичок. Но из главных минусов это, конечно же, небольшая мощность, которая составляет 10 Вт, поэтому вы не сможете пропаять что-то большое, но и даже при пайке мелких элементов необходимо это делать не очень быстро, потому что если быстро пропаивать несколько элементов, то температура паяльника будет существенно снижаться, поэтому необходимо делать небольшие паузы между пропайкой нескольких элементов. Но что касаемо автономности, то есть сколько он может проработать от одного заряда, я специально такой эксперимент не проводил, но за час пайки я данный паяльник не разрядил. Ну и краткое резюме. В качестве единственного основного паяльника я бы его, конечно же, не брал, ну а как быстрого помощника, это, конечно, отличный вариант. Ну а при желании приобрести данный продукт, вы, как всегда, сможете сделать это по ссылке в описании.